Для того, чтобы определить уровень эмоционального здоровья, мы должны примерить на себя и свою жизнь несколько ключевых маркеров, которые это определяют. По крайней мере, 4 главных элемента. Во-первых, любовь к себе. Это качество, которое определяет, насколько мы можем ладить сами с собой и изо дня в день поддерживать себя. Допустим, мы видим другого человека, обладающего дорогими вещами, которых у нас нет, или состоящего в счастливых отношениях, в то время как мы одиноки. Если у нас нет прочного фундамента из уверенности в себе и довольства тем, кем мы являемся, то что происходит? Мы начинаем чувствовать себя жалкими, никчемными и погружаемся в депрессию, завидуя другому человеку. Или, допустим, кто-то оскорбил нас, сказал нам что-то неприятное. Можем ли мы проигнорировать это оскорбление, осознавая, что злоба этого человека беспочвенна, и к нам это совершенно не относится? Что на самом деле за ней скрыта боль и печаль другого человека? Или же мы расстраиваемся, начинаем копаться в себе, пытаясь понять, что с нами не так, неявно отождествляя себя с приговором нашего недоброжелателя. И в целом, может ли мнение значимых для нас людей в прошлом, родителей, возлюбленных, друзей, компенсировать неодобрение и пренебрежение общественного мнения в настоящем? Достаточно ли у нас любви к себе, чтобы расстаться с человеком, который лишь причиняет нам боль? Или мы подсознательно чувствуем, что такое отношение – это все, чего мы заслуживаем? Можем ли мы открыто признавать свои ошибки, не считая, что они как-то снижают нашу ценность? Или чувство вины за каждый промах приближает нас к ощущению собственной ничтожности? Насколько чистыми и естественными, или наоборот, отвратительными и греховными, кажутся наши желания в спальне? Допускаем ли мы, что они могут быть немного странными, но ни в коем случае не плохими и ужасными, раз уж они исходят изнутри нас? Испытываем ли мы чувство значимости на работе? Можем ли противостоять потребности, постоянно угождать всем подряд? Все моменты, на которые вы честно ответили себе «нет», и есть вашими камнями преткновения, над которыми нужно работать, чтобы повысить любовь к себе. Второй ключевой маркер в определении эмоционального здоровья – это искренность. Нашу искренность определяет степень того, насколько трезво, без отрицания, мы можем принимать различные факты и идеи, даже если они идут вразрез с нашим мнением, а также насколько мы можем признаться себе в том, кто мы есть на самом деле, даже если правда будет не особенно приятна. Чувствуем ли мы, что у нас нет потребности настаивать на собственной нормальности и здравомыслии? Можем ли без страха исследовать собственный разум, не боясь признавать его темные и проблемные уголки? Способны ли мы признаться, что испытываем зависть, печаль и замешательство? Готовы ли вы учиться у других людей, не считая себя самым умным в комнате? Воспринимаем ли компетентную и обоснованную критику как возможность развиваться, а не как атаку, от которой должны защищаться? Готовы ли мы слушать, даже если ценный урок приходит к нам в болезненном обличии? Любой ответ «нет» будет снова указывать на наши слабые места. Третий маркер эмоционального здоровья – это коммуникация. Можем ли мы терпеливо и разумно
выразить другому человеку свое разочарование так, чтобы он понял нашу точку зрения. Или мы устраиваем сцены, разыгрываем драмы, перерастающие в злость и ярость. Когда кто-то нас расстраивает, можем ли мы спокойно обсудить сложившуюся ситуацию, чтобы прийти к какому-то решению, без необходимости излить на другого человека свое недовольство или хлопнуть дверью и уйти? Когда мы не получаем желаемый ответ, можем ли без гнева и паники продолжить разговор? Способны ли мы принять мысль, что другой человек был зол на нас, потому что просто неправильно нас понял? И есть ли у нас внутренние ресурсы, чтобы спокойно объяснять и принимать идеи другого человека, а не упрямо настаивать на своем? И снова зафиксируйте, в каких моментах вы ответили «нет», чтобы позже проработать их. Последний на сегодня элемент эмоционального здоровья – это доверие. Способны ли мы пойти на серьезный риск? Можем ли без драмы пережить испытания в виде романтического отказа, внезапных финансовых проблем, самостоятельного путешествия в другую страну или болезни? Из какого, по-вашему, материала мы сделаны? Сможем ли выдержать все, особенно с поддержкой близких людей? Или сломаемся под грузом проблем? Сложно ли нам нравиться другим людям и заводить новые знакомства? Можем ли без напора и давления полагаться на других людей? Способны ли мы справиться с незнакомыми ситуациями, не чувствуя в фоновом режиме, что нас обязательно постигнет фиаско? Можем ли мы не цепляться за любовь? И если любимый человек какое-то время будет далеко от нас, то можем ли мы не переживать, что с ним и вернется ли он к нам? Способны ли мы признать, что другой человек может и сам справиться с любыми трудностями, которые необходимы ему для его развития, без постоянного контроля с нашей стороны? Можем ли мы подойти к заинтересовавшему нас незнакомцу и попытаться заговорить? Считаем ли мы, что в целом наш мир безопасный и достаточно разумный, и что в любом случае мы найдем правильное решение в любой сложившейся ситуации? В том, что на многие из этих вопросов нам так трудно дать утвердительный ответ, нет ни нашей, ни чьей-либо другой вины. Но открыто принимая свои проблемы, мы, по крайней мере, начинаем понимать, какую форму имеют наши психологические раны и какие повязки нам необходимы для их лечения.